relations in the family? The first film that I was going to make would have been a kind of two-hander film of me and my mum on a kind of road trip to find out about my father's secret life. Первоначально я планировала фильм как некий фильм путешествия, в котором мы с мамой вместе отправляемся на поиски правды о нашем папе. So the same subject, but a very different treatment of that subject, a kind of Thelma and Louise documentary. I think it would have been a good film, a funny film, but I'm glad that when circumstances became much harder, we could still make the film. Наверное, это был бы хороший фильм, но это достаточно легкий путь для кинематографиста. И я рада, довольна, что осложнились обстоятельства неким образом. Фильм стал сложнее и, наверное, интереснее. А мама жива? Your mom, she passed away. Мы в конце фильма, там видно было памяти Карен Гатри. Она, к сожалению, умерла. Как Белл работает? Campbell, is he working? Yeah, Campbell is doing well. He has moved from the shadow of my father, and he lives in London and has a job. У Кэмпбелла все очень хорошо. Он вышел из тени папы. Он теперь живет в Лондоне, у него хорошая работа, и все у него замечательно. Yeah, my father, maybe surprisingly, he didn't move to Africa after my mother died, and he lives very close to his grandchildren. Папа, к нашему удивлению, не уехал в Африку после смерти мамы, а остался с нами. Он теперь живет ближе всего к 5 своим внукам, и общается с ними, все нормально. Вы сейчас что-нибудь снимаете? Are you filming something else now? No. I'm thinking about the next film. Нет, я пока думаю, какой будет следующий фильм. Погромче. Thank you very much for this nice film about difficult relationship, because it gives us all some new forces to fight our problems in the relationship between parents. Yeah, thank you so much, because when I was going through this, I felt like I was very alone, in a tunnel, really, in a tunnel. Я тоже чувствовала себя, когда это снимала, я чувствовала себя одинокой, я чувствовала одиночество. But now I feel kind of triumphant, because I feel like my family survived this experience, and not only did we survive it, we have this beautiful testament in the film that now travels the world, and it helps other people survive their problems, and it's just a dream. Сейчас я чувствую, что я одержала в некотором роде победу, потому что мы не пропали со всеми этими проблемами, с этим горем, а наоборот, мы сделали фильм, который смотрят люди в разных странах и который помогает, может быть, им разобраться с собственными проблемами. My mother would have wanted this for the film because she was such a compassionate person. Моя мама очень хотела бы этого, наверное, для нашего фильма, потому что она была человеком очень теплым, общительным, и ей, наверное, это понравилось бы. Так, еще вопросы? Какая реакция отца на фильм? Well, when my father and I watched it together privately, he took off the headphones and he turned to me and he said, "Karen, it's okay, but I don't think anyone except the family will find it interesting." Мы с папой смотрели этот фильм только вдвоем наедине. И когда он посмотрел, он снял наушники и сказал: "Карен, все нормально, все в порядке, но вряд ли кому-то еще, кроме нас, семьи, это будет интересно."
But then he came to a big film festival and sat in a room of strangers, and he heard them laughing and crying, and he realized what I had made, and he's been very, very proud of the film. And so are all my family. They come to screenings, and it's hard for them, but they also love to see their mom again, you know. А потом он попал на большой международный фестиваль, и там в зале, где было много чужих людей, вместе с ними посмотрел этот фильм, слышал и видел, как они плакали и смеялись, и он стал чувствовать гордость за то, что вот его дочь такой сделала фильм. И сейчас вся наша семья, несмотря на то, что это тяжело и в какие-то моменты болезненно, но все очень любят смотреть этот фильм, потому что вспоминают вот это счастливое время, когда мама была с семьей вместе. I mean, they respect that it's just my version of the story, and I think this is why they love the film, because I don't claim to speak for the whole family. They just respect my vision. Они все понимают, что это, конечно, может быть, это только моя версия событий. И я не беру на себя смелость говорить от имени всей семьи. Они уважают это, и это вот и дает им возможность наслаждаться этим фильмом. There was a question there. А? Изначально все одобрили идею съемки? Yes, they all agreed because, well, one reason was that we had so much other stuff to worry about with looking after my mum. Every week a new crisis. Первая причина, почему они все согласились, это то, что у нас в этот момент было очень много других проблем. Нужно было присматривать за мамой постоянно, да, вот такой как бы кризис. И это было очень тяжело, в общем, не очень, может быть, до фильма было, поэтому никто не был против, не до того было. So, in a funny way, me having my camera when I was looking after mum, it didn't really faze anyone. Do you understand what I mean by that? It didn't disturb them, because they just thought, look, mum loves making the film too, so it can't be bad. И то, что вот я присматриваю там в фильме, я же присматриваю за мамой, и при этом еще снимаю, хожу с камерой, никого в принципе это не беспокоило, потому что мама же любит, ей же нравится, когда дочь работает, снимает кино, все хорошо. But Campbell is very shy naturally, so Campbell used to fight with me and Кэмпбелл был некоторым образом против и пытался спорить, потому что он по природе своей очень скромный и застенчивый, и ему было вот не очень, может быть, комфортно. But even he loves the film now. Но даже ему сейчас фильм нравится. А вы как режиссер или это ваше хобби? Being a filmmaker, is it your profession or a hobby? I call myself an artist and filmmaker. Я сама себя называю художником, художником в широком смысле слова и кинематографистом одновременно. So I've only been filmmaking for 10 years, and I have a career as a fine artist alongside it. I only make the films I really want to make. У меня в области изящных искусств вообще образование. Я в течение 10 лет занималась по профессии. Мне очень хотелось снять кино. Вот я это и сделала в конце концов. I don't want to make bad television just to earn money. Не хочу заниматься плохим телевидением, чтобы просто зарабатывать деньги. Как вы смогли все это сделать? Где вы нашли вдохновение? Well, if I'm honest, it felt totally natural. I know that sounds really strange, but when the crisis happened and I started to film, to me it was like keeping a diary that I knew would help me survive this terrible experience. Когда случился этот кризис, для меня снимать все это было как будто бы вести дневник. И вот это вот процесс ведения этого дневника, он помогал мне выжить.
So the filming was really for me more of a process, and I would confess a therapeutic process. I thought of the film only occasionally. Really what I was doing was filming every week, thinking it might be the last time I got to film with my mother. Для меня, может быть, не столько важен вот в кинопроизводстве результат, сколько процесс съемок. Потому что фильм я смотрю, ну, от случая к случаю, а снимать вот это было здорово очень. So I was using the film to help myself. То есть этот фильм, когда я его делала, я использовала его для того, чтобы помочь самой себе. And this is why it's more incredible that it touches other people. Because who knew that would work? Тем невероятнее то, что он трогает стольких других людей. But I think lots of us are going through private trauma, and we think it's just us. And when a film like this touches us, it's because we realize everyone has these in their lives. Но я думаю, что многие в своей жизни переживают некоторые травмы и потери, и какие-то больные моменты. И поэтому фильм так и трогает, потому что у каждого трудности бывают в жизни. But being a creative person protects you. It's an Но instrument. когда ты человек творческий, тебя как бы это защищает. Есть вот такой способ защититься.